Здравствуйте, с вами Мила Нейман. В этом видео я продолжу рассказывать о том, как запомнить значения карт для предсказаний. В первом видео я рассказывала о шестерке пик, 7 крести и 8 буби. Ссылка на это видео будет в описании. Посмотрите, если еще не видели. Сегодня поговорим о следующей тройке карт. Это будет туз пик, 9 буби и 10 черви. В колоде Таро можно использовать символику рисунка и понять, о чем говорит карта. Но в колоде 36 карт можно использовать рисунок символов масти, чтобы запомнить значение карты. Например, туз пик. Мне всегда он напоминал меч. Возможно, несколько странной формы, но все-таки меч. Немного фантазии, и в нем можно увидеть меч рыцаря, что спасает свою даму сердца или защищает свой замок. Вот он одолел всех врагов и поднял с победным криком свой меч над головой. Именно об этом и говорит прямой туз пик, о том, что вопрошающий одержал победу. У него есть повод отпраздновать. Значение туза пик – радость, победа, праздник, пирушка. Теперь перевернем туз. Все тот же меч, только теперь он нацелен на вопрошающего. Острие бьет в самое сердце. Удар, боль, неожиданные неприятности. Это значение перевернутого туза пик. Что прямо, что перевернуто. Туз пик всегда свидетельствует о сильных эмоциях. Только вот от того, куда нацелено острие туза, зависит, получит вопрошающий радость или боль. Следующая карта, которую мы сегодня рассмотрим, это 9 буби. Если немного пофантазировать, то ромбики на девятке станут похожи на летящие бумажки. И еще чуть больше фантазии, и это уже не просто бумажки, а денежные купюры. Вон их сколько, и все эти денежки летят. Вопрос только, куда они направляются, то ли к вопрошающему, то ли от него. Одно из значений 9 буби – финансовый успех. Но в то же время эта девятка говорит о необходимости быть очень осторожным, ведь возможны потери, в том числе и финансовые. Так что лететь денежки могут действительно как к вопрошающему, так и от него. Грядет сложная ситуация, и вопрошающему стоит быть весьма осмотрительным. И последняя карта, которую сегодня мы с вами посмотрим – 10 черви. Черви чаще всего радуют. Красивые карты. Смотришь на рисунок из сердечек и становится как-то хорошо на душе. Мне десятка червей напоминает скатерть, когда все домашние собрались за столом и обсуждают некое радостное событие. За столом царит гармония, в семье царит гармония. Кубки с красным вином поднимаются вверх за успех и любовь. Может, это свадьба? А может, просто семейный праздник? 10 червей говорит о том, что сердце каждого члена семьи бьется в унисон с другими. Я вижу 10 сердец, и все они одинаково любят друг друга и радуются за успехи близких. Значение десятки черви – успех в любви, покой на сердце, благополучие, гармония. Все именно так, как мы увидели в символах масти. Если приглядеться к картам, если проникнуться самим смыслом каждой карты, то символы масти складываются в четкую картинку, которая отражает значение. Посмотрите на карты. Не торопитесь сразу читать большие расклады. Проникнитесь атмосферой каждой отдельной карты, и спустя время вы уже не будете сомневаться в понимании значений. Буду рада, если вы поделитесь в комментариях пожеланиями для следующей тройки карт. Какие карты у вас вызывают сложности в понимании? О каких картах мне рассказать в следующем видео. С вами была Мила Нейман. Всего доброго!